Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня поговорим о том, чего не стоит принимать от других людей ни в коем случае, потому что когда вы принимаете это от других людей, вы теряете не только свой достаток, благополучие, но также здоровье, счастье и удачу. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу: каждый день я привлекаю все больше и больше денег в свою жизнь. Истина, да будет так. Еще раз, каждый день я привлекаю все больше и больше денег в свою жизнь. Истина, да будет так. Не забывайте прописывать свое полное имя. Друзья, ну а мы с вами начинаем. Вы знаете, каждого человека на протяжении жизни окружают не только предметы, вещи, но и энергии. На каком-то этапе они поступают, на каком-то этапе, наоборот, мы их теряем. Кто-то помогает нам в этом, чтобы их приумножать, а кто-то старается делать все возможное только для того, чтобы у нас это все отобрать. Важно, чтобы у человека была счастливая и полная изобилие жизнь, чтобы вокруг нее был баланс из энергии. А это очень непросто, так как, к сожалению, вокруг нас большинство нечистосердечных людей. Даже среди тех, кого мы считаем близкими, найдутся такие, хотя они очень умело способны скрывать свои истинные помыслы. Поэтому есть вещи, которые ни в коем случае нельзя ни у кого брать, а есть и энергетически то, что также нельзя брать, даже если вам это преподносят как благо или же так, что это и сделано именно для вас. Чтобы помочь вам сделать вашу жизнь лучше, вам нужно не рисковать, а научиться самим контролировать потоки энергии, которые попадают в вашу жизнь, притягивая только то, что вам нужно, и выставляя защиту от того, что может причинить вам вред. Даже если ваши близкие люди думают, что они что-то делают вам во благо, это не означает, что так оно и есть. Порой благо способно причинить вред, и в данном случае перекрывать сильные энергетические каналы и мешать светлым энергиям попадать в вашу жизнь, отбирая у вас комфортную, счастливую, финансовую, полную изобилия и любви жизнь. Если вы не желаете, чтобы на вас произошло такое влияние, не позволяйте никому нарушать гармонию, которую вы из энергии создаете вокруг себя, чтобы потом не думать, а как вернуть свою прежнюю жизнь и восстановить то, что вы начнете терять. Ведь порой может быть и такое, что восстановить это не получится, или же на такой неприятный жизненный эпизод придется потратить много сил и энергии, которые можно было бы потратить на то, чтобы что-то приобрести и наполнить свою жизнь чем-то хорошим, приятным, окружив себя новыми эмоциями и счастливыми событиями. Итак, чего же стоит избегать, и если такое начинает возле вас происходить, как же оградиться от данного негатива? Ведь если сделать это вовремя, то получится избежать того, что способно вам действительно навредить. Огромный вред способны приносить непрошенные советы. Не позволяйте людям вам их давать, ведь никто и никогда не сможет увидеть или просчитать то, что для вас лучше. Ваша жизнь – это только ваше видение и ваши решения. Не слушайте, когда говорят, что со стороны лучше видно. Это совсем не так. Каждый, во-первых, смотрит на ситуацию под своим углом, а во-вторых, порой со стороны завиднее. Ведь многие жаждут оказаться на вашем месте. Даже если вы считаете, что в вашей жизни нет ничего особенного, для кого-то она и есть вот та особенная жизнь. Такое действие перекроет доступ сильных энергий в вашу жизнь, вы начнете терять то, на что вам указали. А тот, кто вам указал на данную ошибку, по его мнению, будет это все притягивать в свою жизнь. Ведь закон Вселенной таков: когда где-то убывает, где-то в этот момент прибывает. Главное суметь этим воспользоваться. Также часто люди дают советы, когда желают причинить непоправимый вред. Подружка может рассказать, что вам нужно кинуть вашу вторую половинку, так как от этого человека ничего хорошего не стоит ждать. Но сколько в жизни случаев, что как только отношения распадаются, подруга оказывается непосредственным виновником данной ситуации.
У моей хорошей знакомой мама с супруга постоянно вмешивалась в их отношения, давая как бы невинные советы по обустройству дома, по приготовлению еды, по видению того, когда им нужно поехать в отпуск и куда нужно поехать. Супруг все воспринимал, а энергетика матери постепенно вытолкнула энергетику супруги из их дома, а затем и из его жизни, из-за чего в их жизни возник сильный разлад, который закончился разрывом отношений. И если вы чувствуете, что кто-то дает вам советы, которые вам не нужны, и которые вы не хотите слышать, сразу скажите об этом тому, кому вы это делаете, независимо, кто этот человек. Проговорите, что вы сами знаете, как вам поступать со своей жизнью. Если что вам нужно будет совет, вы спросите у своего внутреннего «я». А затем в этот же момент проговорите про себя обязательно такие слова. В своей жизни правила только я установить могу, советы чужие в нее не приму. Энергии свои в целостности сохраню, энергетику и территорию свою нарушить и отобрать не позволю. Когда закончите, трижды щелкните пальцами правой руки, так вы убережете себя от такого именно воздействия. Если вам говорят о том, что о вас молятся, о том, что в церкви за вас ставят свечки, не стоит такому радоваться, так как данный человек просит для вас то, что считает, что вам нужно именно в жизни. Например, счастье, а вам наоборот, например, нужна любовь или финансовая стабильность. Тем самым к вам начинает притягиваться то, о чем они просят, занимая возле вас энергетическое пространство для того, что вам действительно в данный момент нужно. Из-за этого вокруг вас образуется энергетический дисбаланс. Вы не сможете его восстановить, так как тот, кто это делает, будет постоянно его дестабилизировать, причиняя вам ненужный вред и дискомфорт. Поэтому, если человек скажет вам о том, что на вас молится, поблагодарите его об этом и попросите, чтобы он этого не делал, так как вы лучше знаете, что вам нужно, и у вас есть тайны, которые данному человеку неизвестны. Затем пойдите в церковь, поставьте свечку, трижды проговорив про себя такие слова. Только те слова, что я вслух произношу, пусть услышаны будут, а те, что за моей спиной проговариваются, пусть энергетический баланс мой не нарушает и влияние на меня не оказывают. Так вы возьмете свою жизнь под контроль и поставите, что немаловажно, энергетическую защиту для своего уже энергетического баланса. Ее никто не сможет нарушить. Вас будут окружать только светлые и нужные вам энергии, и потоки которых вы сможете обязательно сами контролировать. Не стоит трудностями, если таковые у вас есть в жизни, делиться с окружающими людьми, так как это также ничем хорошим для вас не закончится. Когда-то одна умная женщина сказала, что если хочешь порадовать своих врагов, расскажи о своих трудностях, проблемах, бедах. Это их приободрит и приумножит уже то нехорошее, что уже наполняет именно вашу жизнь. А если желаете врагов позлить, свои неудачи держите при себе, рассказывайте их на воду, и тогда они, не зная ничего о вашей жизни, они не смогут вам уже, не смогут причинить совсем никакой вред. Это очень нужный и грамотный совет, который способен действительно от многого уберечь. О том, что есть в вашей жизни, о том, что происходит в семье, должны знать только те, с кем вы спите в одной кровати и живете под одной крышей. Для других эта информация должна быть в закрытом доступе. Если вы чувствуете, что что-то идет не так, как вам это нужно, что вы устали, что вам нужно с кем-то, например, поговорить, откройте на рассвете кран с проточной водой и расскажите, что все вас тревожит. Затем, когда рассказ будет закончен, проговорите трижды такие слова. «Вода все горести и печали моего рассказа унесла. Больше душу мою ничего не тревожит, сердце не разрывает, биополе не нарушает». Когда закончите, трижды умойтесь, после чего закройте кран, и как только вы все это проделаете, сразу легкость, спокойствие будет в душе. Но если проблемы велики, повторите еще раз данное действие несколько раз. При этом не сдерживайтесь. Если есть желание в этот момент, например, поплакать, обязательно сделайте это.
Вода способна подпитывать сильной энергией и смывать все горести, как после трудных событий, так и после тяжелого рабочего дня. Каждый из вас замечал, что придя домой и приняв душ, сразу ощущается энергетическая бодрость и прилив жизненных сил. Не позволяйте окружающим людям сплетничать о вас. Прервите эти сплетни, сказав, что вам не интересно их мнение, что они никак не могут повлиять на вашу жизнь. А про себя проговорите такие слова, что те посылы зла, называйте имя человека, что мне с тобой посылаются, обратно же прими и с собой их забери, чтобы на меня не влияли и жизненно важные энергии не перекрывали. Так вы не только установите черту от этих ненужных энергий, но и отдадите отправленный вам негатив обратно данному человеку. Не позволяйте людям из вашего окружения вам также доносить то, что о вас говорят. Вам эта информация ни к чему, так как вы и так знаете все то, что важно и имеет действительно важное значение для вас. А если вас будут вам передавать какие-то чужие слова, которые будут вас только расстраивать, притягивать депрессию, ненужные энергии, какой в этом смысл? Вы сами себе разрушаете изнутри, вы делаете биополе слабым свое и не можете впоследствии противостоять тому негативу, который будет притягиваться извне и постепенно разрушать вашу жизнь. Попробуйте, попав, например, в такую ситуацию, тому, кто придет к вам с какими-то новостями, сказать, что вам не нужна эта информация, что вам и так хорошо живется, а тот, кто о вас что-то говорит, стоит за вашей спиной и больше ничего сделать не может, кроме того, как создавать только сплетни. Начните смотреть на эту ситуацию по-другому. Если о вас говорят, значит, все-таки на вас пытаются равняться. Значит, вы действительно успешны, перспективны, так как тем, кто лучше вас, им не до вас. Вернувшись домой, подпалите 3 веточки мяты, окурите себя, проговаривая при этом такие слова: «Энергии сильные и нужные меня только окружают. Тем, кто слухи распускает, навредить мне не позволяет. Тот, кто за моей спиной, так и останется и никогда от того зла, что излучает, не избавится». Когда закончите, веточки нужно будет вынести на улицу и оставить возле цветущего дерева или, как вариант, возле цветов. Это простое действие не только укрепит ваше энергетическое поле, но и притянет сильные энергии вам в помощь. Вы сильны и способны быть выше этого всего. Не забывайте об этом. Также не позволяйте рассуждать о вашем финансовом положении. Все деньги, которые пришли в вашу жизнь, которые вы заработали, это ваши деньги. Вы приложили усилия, энергию, чтобы они действительно появились в вашей жизни. И вы создали связь с денежной энергией. Если вы будете оправдываться или же пытаться преуменьшить ваше финансовое положение, ваше финансовое положение, то это приведет к тому, что канал, через который проходит денежная энергия, засорится, и ваша с ней связь даже может разорваться, из-за чего деньги не только перестанут к вам поступать, но и начнут возникать денежные потери. Если разговоры будут частыми, то финансовые проблемы могут быть крупными. Если же вы будете преуменьшать, Вселенная посчитает, что вам нужно меньше денег и повлияет на то, чтобы они не поступали, например, в прежнем количестве. Из-за чего даже если вы будете работать действительно больше, чем было ранее, деньги не придут в таком к вам в количестве. И это, возможно, перекроет многие возможности. Вы не сможете себе позволить то, что могли ранее. Поэтому, если заводят разговоры за ваше финансовое положение, скажите, что все, что умеете, все ваше, и надейтесь, что будет так же. После чего дайте нуждающемуся любую купюру, проговорив при этом такие слова: «Деньги, как в мою жизнь поступали, так и поступайте. Но я все правила исполняю, деньги уважаю, поэтому денежную энергию в большом количестве привлекаю и ожидаю». Таким образом, вы не только сохраните денежную энергию при себе, но и сможете ее даже приумножить.
Не принимайте ни от кого никакие вещи, так как вы не можете знать, с какой целью вам их дают. Возможно, человек избавляется от того, что создает ему неудобства и дискомфорт, как в доме, так и в жизни, а вы, приняв их, примете данный дискомфорт. А если вещи принадлежали умершему человеку, то они попадут к вам с мертвой энергией, которая разрушит вашу жизнь полностью. В такой ситуации не бойтесь отказать данному человеку, он же не побоялся вам такое предложить. Но если возможность отказать в принятии какой-либо вещи у вас нет, тогда попросите, чтобы он положил ее на какую-то поверхность, а сами в этот момент подложите под нее белый лист бумаги или же салфетку. Сверху накройте куском светлой ткани, не благодарите за нее, иначе будет считаться, что вы именно ее приняли. После чего, когда данный человек уйдет, сразу выносите ее из дома. Выбрасывайте, при этом проговорите такие слова: «С этой вещью связь не обрела, благодарность за нее не высказала, прочь выношу те энергии, что ее наполняет, выгоняю и чем подальше отправляю». Дуньте трижды на нее и после проделанного выбрасывайте. Проделав это, не переживайте, вы к этой вещи не прикасались, и она вам не принадлежит. Поэтому переживать здесь не о чем. Ничего ни на вас, ни на ваши энергии, ни на ваш дом в целом не повлияет. Не стоит принимать ничего из того, что способно доставить вам дискомфорт, будь то вещь, событие или же энергии. Если не знаете, как поступить, проговаривайте 3 слова: «благодарю», «возвращаю», «не принимаю». Так вы от многого убережетесь, и никто не сможет на вас никак повлиять. Поэтому обязательно, девочки и мальчики, используйте эти знания себе во благо. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу: «Каждый день я привлекаю все больше и больше денег в свою жизнь. Истина, да будет так». Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.